В одноклассника Андрея Круглова я влюбилась еще в 8 классе, но он об этом не догадывался, а я тогда так страдала. Поначалу мне вообще не хотелось навстречу одноклассников, но когда наша вечная староста Танюха мне сообщила, что он развелся полгода назад, мои планы изменились в противоположную сторону. С утра я съездила к сестре за вечерним платьем, сходила в парикмахерскую, сделала укладку и маникюр. Дома больше часа колдовала над макияжем. В общем, в половине 7 была готова к покорению сердца Андрея. «Мам, посмотри, как я выгляжу?» – спросила, выходя в гостиную. «Просто красавица!» – восхитилась она. «Только зачем туфли на таких каблуках надела? Потанцевать нормально не сможешь. Слушайся маму, она плохого не посоветует», – часто говорил папа. И был прав. Если бы надела более устойчивую обувь, не случилось бы то, что случилось. Когда я вышла из такси, сразу увидела наших мальчишек, и среди них был Андрей. Сердце забилось совсем как тогда, когда он пригласил меня на вальс на выпускном балу. Упругой походкой манекенщицы продефилировала к крыльцу. И каблук зацепился за заплатку на асфальте. Я крикнула, нелепо взмахнула руками и начала падать. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Андрей оборачивается на мой возглас, делает прыжок навстречу, пытается подхватить меня. Я закрываю глаза, мечтая оказаться в его объятиях, но, увы, я позорно ткнулась носом в носок его туфли. Ко мне уже тянулись руки Андрея. «Верунчик, сильно ударилась?» «Сильно», призналась я. В общем, вместо встречи с одноклассниками была встреча с травматологом. Единственное светлое пятно в этой истории то, что Андрей на руках отнес меня в свою машину и отвез в больницу. Когда меня на каталке подвозили к операционной, я услышала, как он спрашивал кого-то. «У нее сложный перелом, я могу ее здесь подождать?» «Осколочный, со смещением. Придется складывать мозаику», — ответил мужской голос. «Подождите пока». «А сколько придется ждать?» «Возможно, всю ночь», — послышался другой молодой голос. «Но коек для родственников у нас нет. Идите, а утром привезите своей принцессе одежду попроще, а то неудобно в таком платье с гипсом», — сказал ему врач. «Хорошо», — кивнул Андрей и махнул мне рукой и направился к выходу. А я закусила губу, чтобы не разреветься. Мало того, что нога болит, так еще и придется проваляться в постели 1,5 месяца. А это значит, не видать мне новой престижной работы. Из операционной меня вывезли в 9 вечера. Попав в палату, я дала волю слезам. Когда я стала завывать совсем уж неприлично громко, соседка поинтересовалась. «Так сильно болит? Может, позвать медсестру, чтобы укольчик сделала?» «Да нет, просто обидно до ужаса. И почему я такая невезучая?» «Все познается в сравнении, деточка. По сравнению с нашим соседом». Она кивнула на койку у окна, на которой лежала человеческая фигура, напоминающая египетскую мумию. Обе руки, обе ноги и часть торса — все было в гипсе. Голова полностью забинтована, только прорези для глаз и рта. «Соседом?» — изумленно переспросила я. «С нами что, мужчина лежит?» Его положили, пока в мужской палате место освободится. «А что случилось? Он что, в аварию попал?» «Забыл о том, что ссор из избы после заката выносить плохая примета», — вздохнула соседка. Вышел по-домашнему, в шортах и шлепанцах, поскользнулся на корке банана, упал и сломал руку. Пешком в больницу пошел, а навстречу компания пьяных подростков. Закурить попросили. А наш сосед злой был, у него из-за травмы отдых сорвался в Египет. Ну и послал хулиганов. А те его на землю повалили и давай ногами пинать. В итоге черепно-мозговая травма, переломаны обе ноги и позвоночник. «Ничего себе повезло», — вырвалось у меня. Вот и не верь после этого приметам. Да по сравнению с ним я и вправду мисс Везунчик.
Сказала это, конечно, в шутку, но в каждой шутке есть доля правды. Потому что Андрей ходил каждый день, пока я не поправилась, а в день снятия гипса сделал предложение руки и сердца. Кстати, свадьбу мы гуляли в той же калинке, а свидетелями у нас были Танюха и Валерка.